Добрый день! Сегодня мы рассмотрим программируемый однопереходной транзистор. В давние времена появился однопереходной транзистор, который применяли в релаксационных генераторах. Релаксационный генератор – это генератор колебаний, пассивные и активные нелинейные элементы, которого не обладают резонансными свойствами. На практике зачастую один или несколько активных элементов в таких генераторах работают в ключевом релейном режиме – включен-выключен. Но прошло много времени, и однопереходной транзистор больше не производят. На смену однопереходному транзистору пришел программируемый однопереходной транзистор PUT. Хотя однопереходной транзистор указан как устаревший, считай дорогой, если он доступен. Программируемый однопереходной транзистор жив и здоров, недорог в производстве. Хотя он выполняет функцию, аналогичную однопереходному транзистору, PUT представляет собой трехконтактный тиристор. PUT имеет четырехслойную структуру, типичную для тиристоров, показанных на рисунке ниже. Обратите внимание, что затвор, слой N-типа рядом с анодом, известен как анодный затвор. Кроме того, вывод затвора на схематическом символе прикреплен к анодному концу символа. Характеристическая кривая для программируемого однопереходного транзистора на рисунке выше аналогична кривой для однопереходного транзистора и очень похожа на характеристику лямбда-диода. Эквивалент PUT однопереходного транзистора показан на рисунке ниже. Внешние резисторы PUT R1 и R2 заменяют внутренние резисторы RB1 и RB2 однопереходного транзистора соответственно. На следующем рисунке показана версия PUT-генератора однопереходной релаксации. Резистор R заряжает конденсатор до точки пика. Затем сильная проводимость перемещает рабочую точку вниз по наклону отрицательного сопротивления к точке впадины. Во время разряда конденсатора через катод протекает всплеск тока, вызывающий всплеск напряжения на катодном резисторе. После разряда конденсатора рабочая точка возвращается к наклону характеристики до пиковой точки и повторяется процесс заряда конденсатора до пикового значения, после которого идет быстрый его разряд. На рисунке ниже показан генератор релаксации PUT с конечными значениями резисторов. Также показано практическое применение PUT, запускающего тиристор. Переменный резистор должен иметь минимальный резистор, включенный последовательно с ним, чтобы предотвратить зависание минимальной настройки потенциометра в точке впадины на характеристике. Вот эта схема. Посмотрим ее работу в процессе симуляции. В этой схеме сопротивление R1 является ограничивающим диапазон тока зарядки конденсатора C1. В противном случае при минимальном сопротивлении R2 мы получим неработоспособную схему. И значение R1 также имеет минимальное значение, ниже которого наш релаксатор при включении питания не будет генерировать колебания. Нагрузкой PUT у нас служит низкооhmный резистор R3, на котором мы наблюдаем короткие импульсы разряда конденсатора C1 через низкое сопротивление анод-катод и R3. Частотно-регулирующим у нас является реостат R2. В принципе, частоту можно было бы регулировать и R4 или R5, но при этом у нас изменяется порог открывания PUT и, соответственно, амплитуда пилы на конденсаторе и амплитуда разрядных импульсов на R3, что нежелательно. Если вместо частотно задающих резисторов поставить стабилизатор тока,
например, на полевом транзисторе, то можно получить идеально ровное пилообразное напряжение, которое затем можно использовать, к примеру, в ШИМ-устройствах. При данных номиналах схемы мы получили изменение частоты от 447 Гц до 85 Гц. Как я уже говорил, от делителя R4 и R5 зависит порог открывания пут. Вот в этом и заключается смысл «программируемый» в названии данного полупроводника. А на сегодня у меня все. Если понравилось видео, ставьте лайки. Если не понравилось, дизлайки. Подписывайтесь на канал. Всего доброго. До свидания.